枭雄放心。小卒果然在这里。В мире, расколотая битвой Синего Небес, клан Хунь или клан Душ, пожалуй, является сильнейшей силой на континенте Доуци, превосходя по мощи даже клан Гу. Однако даже эта грозная сила описывала клан Сяо при жизни Сяо Сюаня как слишком ужасающий. Насколько же могущественным был клан Сяо при жизни Сяо Сюаня, что клан Хунь был настолько напуган, что был вынужден его уничтожить. Это события, которые произошли 1000 лет назад. Какой была та легендарная битва, что привела к уничтожению клана Сяо? Но и клан Хунь понес ужасные потери. 1000 лет назад разразилась битва, которая навсегда изменила судьбу всего континента. В то время глава клана Сяо, Сяо Сюань, стоял на пороге величайшего прорыва в истории. Он стремился достичь уровня Доуди, чтобы возродить угасающую кровь своего рода. Сяо Сюань – один человек, который запугал весь клан Хунь. Сяо Сюань был тем, кто в ту эпоху ближе всего приблизился к достижению уровня Доуди, а мы знаем, что класс Доуди был пределом континента. Сяо Сюань находился всего в одном шаге от вершины. Даже находясь всего в одном шаге от этого уровня, после неудачной попытки прорваться к Доуди и полученных ранений, он смог нанести серьезные повреждения Хунь Тяньди, позволив тому получить ранения, на восстановление которых ушла 1000 лет. А также в той битве Сяо Сюань убил 4 8-звездных святых старейшин из клана Хунь, что означает 8-звездочный Доушен. Это одна из лучших боевых сил клана Хунь, но перед раненым Сяо Сюанем эта сила была хрупкой как бумага. Если бы Сяо Сюань был на пике своих возможностей, даже Хунь Тяньди, вероятно, был бы полностью раздавлен. Высококлассные боевые силы клана Сяо – эксперты, способные сокрушить клан Хунь. Помимо Сяо Сюаня, в клане Сяо было как минимум 3 или 4 8-звездочных Доушен. Следует отметить, что Гу Юань, патриарх клана Гу, считал, что клан Сяо на пике своего могущества способен превзойти клан Хунь. Это свидетельствует о том, что боевая мощь святых 8 звезд в клане Сяо была не только многочисленной, но и чрезвычайно высокой. Рассматривая 7-звездных святых, можно отметить, что у клана Хунь есть 4 святых демона, у клана Гу 3 бессмертных, а у клана Янь и клана Грома по одному святому высшего уровня. Клан Сяо превосходил клан Хунь, имея в распоряжении как минимум 4 7-звездных Доушен, почти 25 или 6-звездных святых и бесчисленное множество святых и почтенных воинов более низкого уровня. При такой конфигурации боевой мощи, не говоря уже о древних родах, даже клан Хунь содрогнулся бы при виде этого. Почему же тогда глава Хунь Тяньди настоял на внезапном нападении? Он был безжалостным и беспринципным, но причина, по которой он мобилизовал весь клан Хунь для нападения на Сяо Сюаня, когда тот был ранен, была лишь одна. Когда Сяо Сюань находился в нормальном состоянии, у клана Хунь не было ни единого шанса на победу. Более того, клан Сяо обладал еще одной характерной чертой – храбростью и яростью в бою. Сяо Сюань однажды сказал: «Клановый знак клана Сяо создан ими самими, а не высечен другими». Это показывает, что члены клана Сяо были бесстрашны, и их боевая мощь была полностью приобретена благодаря собственному упорному труду, что делало их намного сильнее тех гениев, которые полагались на родовые ресурсы. Что еще более важно, попытка Сяо Сюаня прорваться в Доуди требовала использования силы родословной всего его клана, что привело к снижению средней боевой мощи святых в клане на 2 звезды. Те, кто изначально имел 8 звезд, стали 6-звездочными, а те, кто имел 7 звезд, 5-звездочными. В результате 8-звездочная боевая мощь святых клана Сяо, которая изначально предназначалась для сдерживания 4 старейшин клана Хунь, оказалась недостаточной, что позволило 4 святым демонам Хунь объединить силы с Хунь Тяньди и осадить Сяо Сюаня. Судьба клана Сяо – поражение с честью. В той битве 1000 лет назад Сяо Сюань, обладая силой вершины святого 9 звезд, противостоял Хунь Тяньди и 4 старейшинам.
В итоге клан Хунь понес одно тяжелое ранение и 4 смерти. 4 старейшины были убиты, а Хунь Тяньди получил серьезные ранения. Тем не менее, несмотря на это, клан Сяо был почти полностью уничтожен. Только Сяо Чэнь, младший брат Сяо Сюаня, святой 5 звезд, чудом выжил в пространстве демонического пламени. По сути, он стал единственным живым представителем того поколения. Хунь Тяньди тогда выжил, но цена победы оказалась огромной. Полученные раны были настолько серьезными, что ему потребовалось почти целое тысячелетие, чтобы полностью восстановиться. Этот вынужденный период затворничества стал ключевым фактором, который задержал амбициозные планы клана Хунь по захвату всего континента. Пока их лидер исцелялся, другие древние кланы Гу, Лэй и Янь получили драгоценное время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к будущим войнам. Что же касается самого Сяо Сюаня, его физическое тело пало в той битве, но духовная сущность не исчезла бесследно. Благодаря особой энергии небесной гробницы, его сознание сохранилось в виде энергетического тела в глубинах этого священного места. Как вы считаете, клан Сяо был силен или нет? Если бы клан Хунь не предпринял внезапную подлую атаку, сила клана Сяо была бы непревзойденной на всем континенте Доуци. А то, что Хунь Тяньди потратил 1000 лет на восстановление после ран, нанесенных Сяо Сюанем, показывает, насколько мощным был последний удар великого эксперта. Удар, который в конечном счете отсрочил тьму и дал свету шанс победить. Но есть и иное мнение среди фанатов. Хунь Тяньди был вынужден так действовать. По их доводам, если бы Хунь Тяньди не помешал Сяо Сюаню, он был бы первым, кого уничтожили бы, как только Сяо Сюань стал Доуди. Таким образом, безжалостность Хунь Тяньди была фактически навязана ему кланом Сяо. Если бы вы были главой клана Хунь, смогли бы вы спокойно наблюдать за развитием клана, способного уничтожить вас в любой момент? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. При жизни Сяо Сюаня клан Сяо, будь то выдающийся глава Сяо Сюань, весь состав старейшин или боевой дух клана, обладал силой достаточной, чтобы сокрушить клан Гу и полностью разгромить клан Хунь. Внезапная коварная атака клана Хунь наглядно продемонстрировала ужасающую мощь клана Сяо, которого он так опасался. Большое спасибо за просмотр и особая благодарность спонсорам. Это видео вышло эксклюзивно для вас в первую очередь. Ваша поддержка неоценима. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.